Ну, эту сигаретницу замотай вот, да, в полосатую. В тельняшку? Тельняшку. А вдруг он подумает, что и тельняшка тоже его? Ну, пусть возьмет, если надо. Не надо. Мы же поздороваться должны, Сереж. Это же следующая серия. Подходи, торопись, налетай, живопись. Друзья, всем привет, с вами Глеб, привет, мои хорошие. Эх ты, друзьяки, вот там находится музей, мы сейчас вас туда и свозим. Правильно? Да. Как там, любитель живописи? Ну, может, Приготовьтесь. кто-то домой хочет заказать что-то, знаешь? Хотя какая разница, что ты хочешь? Если ты любитель, значит любитель. Ты когда ходишь по музеям, ты что, обязательно уходишь с картиной? Просто насытился, полюбовался. Так вам не полчаса, не час, вам часа два надо собираться? Скажите, мы закончили расклад, начинаем собираться. Я понял. А что происходит быстрее? Разбираться или собираться? Или и то одинаково? Не, ну собираться дольше. Собираться дольше. А ну как... Даже становится его меньше, а все равно дольше. А на рыбалке по-другому. Собираешься ты долго, а рыбалка закончилась, покидал свой рюкзак. Ломать не строить, И правда? домой. Там очередь, Катя, занимай. Все свои, Тане не хватает блондинки. Кто крайний? А, кстати, где она? Не знаю, Выздоровела? что. Ждет, когда вы ей баранов приготовите, наверное. Тёма, ты же известный человек в Одессе. Как там? Известный курильщик в Одессе. Да. Будешь теперь коллекционировать. Все, кроме тельняшки. Знаешь, что это? Нет. Света, бегите в магазин за цигарками. Это твое. Понял? Вот. С курением? А вы ему туда чупа-чупсы вставляйте, Светочка. Точно. Сюда же можно не обязательно и настоящие. Раньше, помните, жвачки были вот такие? Помнишь, жвачки были? Как в виде сигарет. Понатыкал, достал, пожевал. Все. Хочу такая конструкция. По-любому. У Черчилля был кабинет? Не, это тельняшка, это мое. Это мы завернули, чтобы был сюрприз. Запорожье. Спасибо. Где там хозяйка музея? Спасибо, Роман. Тёма, носи на здоровье. Теперь у тебя уже их две. Да, придется коллекционировать. Ну да. А что? Вот так оно и бывает в жизни. Как обычно, да, с чего-то начинаешь. Катя тоже когда-то что-то в первый раз. Елочные даже- игрушки. А, елочную игрушку. И пионы, Сереженька. И пионы, и приезд елки, стремиться. и тарелки. Все, здрасте. Катя, иди скажи Наташе, что мы готовы идти Наташа уже в тебя уже музей. Там коты голодные. устала Не выдумай, у ждать. тебя А у Валера него хочет вечно... писать, подождет. Что? Катя, у тебя нету калины, я смотрела, ты не взяла. Есть. Нет. Под тем забором. Там есть. Я вам скину Есть, фотографию. я его поливаю, и он есть, Аленочка. Зизифус есть, а калины нет. Да, а Карина с другой стороны. А, не Мы знаю. вам скинем фотографию. Вот если это не она, то тогда вы нам дадите. Пошли к Наташе. Да, я сейчас закину. Иди к Наташе. А Я сейчас... зачем? А вдруг пригодится? Для чего? Картину возьмем. вытирать? Да. Не моей тельняшкой. Все, ребята, ты что, суета? Тёма, Пока-пока. давай. До скорых встреч. Да. Пока-пока. Все. Миланя ждет. Дядя. Аленочка. Тёма, да, Тёма. Пока-пока. Нормально? Сейчас мы хотим в музей еще сходить за картины. Катя, ты попутала уже все видео, непонятно, где начало, где конец. Куда он пошел? Авоську положи. Калина? Ну что, пошли, Марат, это будет недолго. Ты с нами идешь или будешь ждать? Да пусть идет. К Марату конечно приехал же. куда? Куда нами. он идет? Пусть с нами будет. А я говорю, пусть идет с нами. А, я думал, что уже пусть идет домой. Ты что, привезли его? Что ты глупости говоришь? Катя, я знаю тебя. О, Марат, ты видел, какую щуку мы еще с тобой не ловили? Смотри, прямо на картине. Бачишь? Ага. Ну что, где Наташа? А, торгует? Или с вами мы идем? Наташа, мы уходим. С Александром. Встретимся в музее. Ты посмотри, какой агрегат. Я ее уже трогал. Да. Хороший экземпляр был. Все, гайгуй. Что-то надо вам туда отнести? Пока нет, все надо будет относить. Бери кресло и пошли. Катя сказала, если что-то берешь на барахолке, то только домой.
Поэтому я же не могу ее слушаться. О, слушай, скоро начнется, когда ты будешь выносить и продавать тоже, да? Да? Вы тоже начинали потихонечку ходить и домой это все носить? Конечно. Марат, сначала возраст, Знаешь, что мне потом жена красивый. сказала? Говорит, Что? самое, когда я начал на старофонку ходить, она говорит, самое главное, чтобы ты больше всего кое не начал торговать. Как в воду глядела. Здравствуйте. Ага. Накаркала. Ну ничего. Всему свое время, правда? Здравствуйте. Здравствуйте. Наверх, если я прав. Марат, вперед. А вот насчет верх не знаю, сейчас Александр подскажет. Ну, внизу там известные, короче, то и третье, десятое. Нам надо там, где Картины. Там, где и часы? Да. Ух, Марат, сейчас присядешь. Коллекционеры, успокойтесь. Телефон Наташи я оставил, все проблемы к ней. Да, там надо как-то Наташу изменить, кличку ей поменять. А как я пишу? Барахол, Наташа Барахол. Наташа Барахолка? Хорошо. Скажите, как сказать? Хорошо, я сейчас подумаю, как... Вы подумайте, а я назову. Антиквариат. Наташа антиквариат. Это чтобы люди не путали, да. Да, это как назовешь корабль, так он и поплывет. Ой, здесь даже запах музейный. Ну, это не от нашего. Понятно. Это помещение... Нагревается. Линолеум. Ёшкин кот. Смотри, вас встречают чехлы от часов старинных. Ой. Вау, стулья. Здесь, слушайте, можно у вас здесь собрание проводить? Можно. Мы же этим и занимаемся. Подожди, так это было оно или было больше? Нет, было больше, конечно. Это свет вот весь, да? Я не могу Катюшка, ну, понять. Он был как-то более веселый. да может что-то перегорело, может что-то еще не прогрелось. Я могу переоткрыть. Нет, Да не, все будет нормально. Вот, давай, Катенька, ходи внимательно, солнышко, ходи поближе, ты уже похудела, тебе можно здесь исполнять между этих стульев. Вот потихонечку. так лучше, да? Вообще великолепно. Боже мой, а Часы. часов? Причем, смотри, почти одинаковые, все с кукушками. Хочешь Как с так, кукушками? хочешь Это без. с кукушками? Катя, все же с цепочкой, все с кукушками. Не Что вижу значит нигде нет? окошечко. Нет, кукушка вот одна только. Вот это вот характерная охотничья тема. Ага. И там самое интересное, что меха есть даже, которые приводят их в движение, там кукуют. Серьезно? Да, там, Ну откуда звук берется, по-твоему? да. Ой, я, наверное, Ты хочу. же его не... Ох ты, что, Марат. Потрогай. Это яички, Марат. Тяжелый. Это гирьки от часов. Ну. Катя, ты как это, со своей глупостью в этом музее тебе не надо? Вот ты меня сюда загнал, Умничать. а картины же надо издалека, ты понимаешь? Я тебя туда не загнал, попросил зайти, показать людям, кому что надо. А вот я показываю, смотри, вот здесь вот тоже очень интересно. Стой, Катенька, я сейчас смотри, перейду. Хорошо, ты перейдешь. Ты же хотела нам на улицу какой-то термометр Да, повесить. но они почему-то все Ну, плюсовые. на улице. Ну ты из жарких стран приехали. Не для улицы, это для комнаты. А что, нам нет нужен такого, для чтоб- улицы. Чтоб показывал давление плюс-минус. Нет, она все показывает, но только не... Минусовой температуры оно как бы нету. не рассчитано для улицы. Она все вылавливает однозначно через стенку. Все показывает. Но просто сами корпуса, механизмы не рассчитаны, чтобы на улице работать. Вау, это какая очень красивая красота. циферблат. Ты видишь какой? Очень красивая. Катя, ювелирная. А попробуй включить вспышку. Может, ты чуть лучше будешь снимать. Очень красиво. У нее нет отдельных кран, там пару штук. Да нет, Это прямо тоже что-то и старинное, и очень. Дома, кстати, часов нет, это плохо. Плохо, Марат. Как? Вообще не... Мы ж купили тогда, у тебя же висели. Круглые. Ну, круглые те. Ну, эти есть. Нет, я имею в Если виду что, у тебя еще мои поломанные. А он тоже хочет, Нет, который... они работают. Только там ремешок порвался. настенные, я имею в виду. А ну, Сережа, там тоже картины. Они там рамку. Я забываю наши часы. Ну, Монклер, не Монклер, Монреаль. Как они? Кать, часы наши вторые. Не как? помню. Вот сейчас там, мне вон кажется, они висят, вон можно прочитать. Лерой. О, Вот, точно. Молодец. память. Ух ты. Ух ты. Марат, ты говорил, что Гобелен. гобелен в Израиле ценится, а? Паспорту? Да, вот это. Не, ну что-то есть паспорту. Ребята, там Миша, Мойша, Изя, все в Одессу скупать гобелен.
Что это, Италия? Ну, что-то такое, наверное, интересно. Тоскания или как там? Греция? А А девочка вот, с этой- вот скажи, вот как тут, что понимать? Что это? Буря, Это только шторм, чувствовать, Сереженька. лес, Вот Толя приходил ко мне с эпассажа, знаете, он сейчас купил ребра говяжьи, что это? и Ну, это надо издалека. Вот я смотрела, это дом, наверное, лес. Да, мне так, Да, думаю, вот как челогач, сертификат, знаешь, так вот видишь? в разрезе, раз. Шо? Сертификат качества. развивается. А можешь так вот поперекладывать? Катя, для тебя что угодно. Прямо вот все ряды. Ну, хоть чуть-чуть. О, вон Вот это селедки первым делом тебе попались. Цветы красивые? Ну, красиво. Вашему вниманию полотно. Ну, конечно. Вот это щука и еще несколько экземпляров. Это вышивка Иисус Христос. Красиво. О, я помню такие картины. Ёшкин кот. Думал, повылазила, слышишь? Катя, он что за... Обалденно. Осторожно. Тихо, тихо, тихо. Ну, это какие-то интересные Египетская. такие, да. Это целая куча рамок ты хотела подобрать, ты видишь? А, под тот Новый год. А Ну ты да. помнишь, ты ее померил и что? Размер не помню. Эх ты, Сергей. Ох, тут что-то красивое. Да ты что, это вообще забыть не могу. Вот так вот. А вот эти мне нравятся тоже в детские комнаты. Посмотри, какая красота. Ну это ж просто... Да, ты видел вот эти вот объемные? Какие интересные. Так, я же видел. Наташа их иногда выносит Очень на красиво. посмотреть. Да. Они разные, есть с Удивительно. детками. Ты нашел? Да. А то не давление? Нет. А ну покажите, Марат. Марат, я думаю, себе их выбрал. Ему зачем? Часы, он же сказал, что у него в доме нет часов. улицы нету. Ни часов, ни градусника. Что? Тоже какая-то прямо такая интересная рождественская красота, да? Ох. Красиво на кухне повесить. А тут вот эти вот тоже интересные, не полезу, чтобы не уронить. Катя, тут и на столе тоже посмотри. Меня другое интересует. А ну что? Где вверх, где низ? Это как твоя душа. Вот это ты нормально придумала, нет? Чтобы объяснить, ты начинаешь это вот, как нравится, так и смотри. Вот Ну так да, вот. так. Я тоже думаю, что вот так. Это небо. Я вижу, здесь надпись такая, здесь стрелочка сверху. Серьезно? Хорошо. А как люди их все могут увидеть и купить себе то, что хотят? Вы же не все выносите, вы там выносите так чисто. Это невозможно вынести. Ну вот, я же за это и говорю. Ну вот как? Вот ты покажешь, может быть, кто-то, да? А, все, тогда, Катя, снимай внимательно. Вот это роза какая-то Не торопись, это интересная, прямо смотри. твердое. Катюша, выпусти здесь. Человек уже случился. Выпускай. Да нет, а тут отсюда было еще. А Костя хочет с этой стороны. Ну да. Да, а мы сейчас на круг зайдем. Ох, Катюшка, ты посмотри. Тоже минус 20. А ну, Марат. 20. О, вот тот красивый. И ну на улицу как-то. А в шато можно повесить, наверное. В шато, да. Можно, но там некуда. Там сейчас все в стекле. Поэтому здесь и стулья, чтобы вы так вот садились И детально рассматривали. Да, Мгм. А где вы увидели? Куда надо смотреть, Марат? Ну вот. Температура. Кать, вот покупатель. 0, минус 20 и до Нормально 50 смотрится. тепла. Катюня, Ну, он же ж пришел с какой-то целью, понимаете? ну так с этой целью и ушел человек. Да, главное, Сюда, просто так, делать. иди сюда, ты посмотри, какой нам стол нужен. Да ладно. Хороший здесь Это- массив. это- Просто сейчас. Это нереально, просто обалдеть, его же еще не сразу Ты в увезешь. шато такой поставишь Да, нам? да. Я за. Вот с этими стульями Бери прямо... кредит, и я за, Сергей. Ты шо? И в нашем деревянном вот этом... Катя, главное, чтобы под твой паспорт взять. ну так я ж, ты ж знаешь, я на все согласна. Ну, Марат, наливай. Ты опять сегодня без этого?
Не заболел, все нормально? Ну а что, Обалдеть, а сколько же классно. такое может стоить? Это что, отдельная столешница или это все Тебе сейчас скажут, это у Наташи. По частям можно. По частям? Как и кредит. Часть выплатил, столешницу забрал. Часть выплатил, ножки отдали. Потом колесики к нему. Ну, хороший, хороший. И стулья знатные. Это комплект или просто к нему представлены? Нет, просто представлены. Ну, как будто бы комплект. Смотри, к ним больше подходят другие стулья. Там тоже тяжелые. Вот там, где Марат сидел на них. Да, нет. Вот я что, вот с серединке, полуспинкой? А, вижу, вижу, вижу. Вот, кстати, вот возле него стоит хорошее такое пересильного плана. Ага. Это Лерой, не? Лерой де Пари. Ну, есть Лерой, есть Бекеры в основном. А Беккеры были раньше, чем Лерой. Ну вот Они Лерой. однотипные. Плюс-минус, да? Абсолютно одинаковые, они как бы не из дорогих. Ленскир, они подороже, например, они более интересные, они мне больше нравятся. У них механизмы хорошие. Ну мы на этот не жалуемся, но это надо понимать, да, и У них такой тонкий бой. слушать. Нет, Он ну, такой бой мягкий, регулируешь, он мягкий. Хочешь мягких, делаешь тяжелый. Ну, конечно, бесподобно, когда четвертной бой вестминстерский, очень красивый, с переливами. Ну, опять же, любой бой... Катя, запомни эту фразу, надо в интернете поискать, хотя бы хоть послушать. Нет, это надо разбираться, они? чтобы послушать. Четвертной вестминстерский. Я не подберу какие-то гиревые, на 3 гирьки. Или на 3 завода должно быть, видишь, здесь на 2 завода. А есть вот так вот на 3. Когда 3, это четвертного боя будет. Но есть тоже очень интересная система, которая на 2 завода, они четверть бьют тоже. Ну вот вестминстер, как правило, бьет и на стены, и напольные. И они тогда на 3 завода или на 3 гири. Поэтому они гораздо дороже. Там уже стоят. там не бой, там уже симфония. Ну, в общем-то, да, очень красиво. Немцы очень хорошие были, где-то такого же плана, это такие из простеньких, но настольные. Обычно довоенная Германия, они очень красивые мелодии. Если он попадется на 3 завода, они редко попадаются. Ну я во-первых, я и не обращал внимания, да. Но теперь вот, будет, кстати, вон 3 завода, тройка, да. ты посмотри, вон тебе 3, Кать. Я не знаю, запущу их или нет, но... Так хотя бы хоть увидеть, потому что такое на самом деле не, Увидеть уже и, увидел, а услышать... и не это- часто и увидишь. Прямо на 3. Ты знал, что бывает такие, Марат? Ну вот смотри, здесь вот видишь, какая интересная система внутри. Кулачки. Угу. Куда Я смотреть? скажу. Катя, Вот это вспышку вот, видишь, включи. вот это всё. Катя, вспышку включи, аккуратненько засунь руку. А теперь медленно дай, как ювелир. Это четвертый механизм. Если мы его сейчас запустим, посмотрим. Надо ключики у нас. Они же там еще все особенно важные. Да, здесь же Друг дружке не подойдешь. Может быть, здесь завод есть. Сейчас я попробую, конечно. Вот видишь, здесь без мелодии. Но тут надо регулировать кулачки. Да. Обалдеть. Прокрути вот до 12 большую стрелку, только перед 12 уже, стоп, да, чтобы щелчка не было. Вот сейчас вот будет щелчок, видно, сбит. Давай я могу отрегулировать, гулка бьют, неинтересно. Обалдеть. Каждые 15 минут они бить должны. А это они бьют целые. Вот по поводу, чтобы звук нравился, это надо отрегулировать. Сейчас я попробую их немножко. Обалдеть. И мы сейчас доведем их до такого состояния, что надо будет ехать на гастроли. По филармониям. Они некрасиво бьют, но немножко. О, это совсем другое дело. Обалдеть. Катя, Ух ты. ты какая глубина. Это, Катя, Кстати, для контраста это что, моя рында, ешкин кот. Сейчас мы тебе сделаем все. Видишь, какой губ? Красиво. Надо молоточек отогнуть. Не хочет. Этот красиво что-то не хочет. Бить мы его сейчас домучаем. Опа, пережал. Чувствуешь? Это Офигеть. должно быть продолжение. А вы когда динкаете, надо помолчать. Давай, запускай. Сидишь, крути по кругу.
Почувствуйте разницу по звуку сейчас. Ну, это четверть, 15 Ага. будет, половина он будет больше бить. Все. Вот это подведение. Слушай, тут даже четверть бьет. Ты поняла? Каждые 15 минут. Сейчас мы... Это не каждый орган так звучит. А у нас есть девочка-органистка, приходит, и она вот любит еще... Послушать, побалдеть? Да. Это известно у нас. Ну, давай еще раз попробуем. А ну-ка. Я его подрегулировал. Так, я пошел, пока ты... Хорошо, Кус. Смотри, я один... Катя, ты же не хочешь, чтобы у нас были такие? Обалдеть, что ты еще до сих пор молчишь? Нафиг тебе эти картины, давай возьмем что-то прекрасное. Я... Вот это грохот. Если бы я вам включил еще гиревые, конечно, оно было другого бы. Да я с такими часами уже про тот стол забыл. Хорошо. Сколько стоят эти часы? Ну, вообще четвертного боя, они где-то в среднем, давай без шуток не соврать, А. в среднем 6000 гривен они стоят четвертного боя. Для сравнения обычного боя они стоят, ну, до 4000. А Да все это- остальное не важно, главное, чтобы не в долларах. А Что? это только настольные такие четвертного бывают? Нет, они настенные. Есть напольные, есть гиревые. Вот это я рассказывал про довоенную Германию. Здесь не очень красивый корпус, но они, в общем-то, вот по звуку... Вот если Да, отрегулировать, звук бесподобный, а корпус вот тоже, вот вы правильно Смотри, Так это еще сказали. на скорую руку. Любой бой в часах можно сделать, он должен быть эхом, с продолжением, чтобы тебя, в общем-то, Вовлекало, да? Вовлекало. Когда он тупо бьет, она как бы, ну, бьет. Но здесь хороший гонг, поэтому если у меня сейчас Шикарный получится... звук у них. Если получится мне... Я теперь думаю, вот эта фраза «бьет, значит любит», наверное, все-таки от часовщиков пошла. Ну да. Именно вот как бьет. Знаешь, у нас Вот как забрали- бьет, так и любит. у Вот нас здесь стояли? Забрали, да, очень хорошее четвертное, они были Да готовы. потому что шедевры долго не заваливаются, не залеживаются. Смотри, ладно, я сейчас сделаю по-другому. Это не четвертной, но я в любом случае попробую их потянуть. Нет, я бы еще ключики лишний налил. Извините, в следующий раз я какие-нибудь подготовлю. Ага. Ну, подождите, я сейчас попробую. Так хорошо, а как же мне Наташу написать? Наташа время, Наташа часовых дел мастер. А ты у Наташи спроси. Как она хочет. Да. Точно, то мы за Наташу Хотя решаем. я даже не Как думала, подписать? что такое обидно. Не, это не обидно, это конкретно, понимаешь? Я Ну, ее подшучиваю. ну, хочется ж- Она обижается. А, ну когда Сережа надо мной подшучивает, я тоже иногда обижаюсь. Катя, что, серьезно? Я думал, что это не про тебя. Что в этом деле ты меня атрофированный Сережа, мы человек к моим шуткам. девочки, мы ранимые, понимаешь? Марат, я тебе нашел флягу. Самое Катя, верхнее, посмотри, какая. они, если Как он ее большие, пропустил. они Это не фляга. Я тебе говорю, фляга. Это часы. Да там по-любому откручивается с верхушкой и оттуда вытекает время. Я понял. Будем знать. Что вы там Марат, будете какая знать? фляга? Я приценяюсь. Смотри, какая фляга. А вы какие хотите? Мне надо, чтобы не очень большие, вот что-то типа вот таких. Такие на часы надо или Часы. Нет, часы. часы? Но если нравится голландский стиль, то, в общем-то, они все неплохие. У них круглые гири, такие очень симпатичные. Марат больше пьет, чем курит, поэтому Смотри, ему но голландский. у них бой просто колокольчик такой напоминающий велосипед. То есть это надо, если хочется что-то такое интересное, приятное, то в любом случае надо выбирать из таких настенных посерьезнее. А куку- Я бы вот эти вот забрал, но куда я их поставлю? Как? Ты шо? Куда ты поставишь? Это не проблема вообще. Марат, ты выкинешь монитор со стола. Разве в полку от телевизора, где все стоит. Я думаю, что ты заведешь себе новую полку в доме. Под такие У вас же часики. где-то происходит сбор, где вы все кушаете, там выпиваете? Марат? Вот там оно должно быть. У него все Где придется? за компьютером происходит. Да, Ну огонь.
Все, мы, наверное, идем, Наташа зовет. Ты все Подожди, посмотрела? я еще хочу Картины, посмотреть. время. Я знаю, вот можно на кухне поставить. Да куда угодно. Не, они должны быть там, где ты чаще всего. Но это же хочется слушать. Хотя такая глубина, я думаю, что они тебя из спальни донесут. Так это Нет, даже, мне ты видишь, нравится именно вот это многозвучие, да? Оно прям вот такое... Так это Саша их по-легкому, по-быстрому отрегулировал. Если человек их расстроит. А интересно, Анатолий с такими работал когда-то? Ну вот, скинем ему видео. Смотри, Катя только что мне сказала, что вот мы пиджак тебе подарили, а теперь ты должен сделать алаверды и подарить нам часы. Шучу. Да не, это... Бессовестный У вас ты. очень много часов. Да, Обойдетесь, да? Нам столько и не надо. Да, вот. Подари ему одни. Ремешок тебе подарил. Можно я пойду картины посмотрю? Я же тебе уже их перематывал. Нет, я, может Катя, быть... смотри, да. ты здесь все и не покажешь. Не все, мне нужно, Вот чтобы... таких вот мальчиков здесь На тебя немного. похож, Ну, кстати. Кепка другая. Ну, а место? посмотрите, выражение Тоже трусы лица. в кармане носит? Что? Ну, да. Да? Катя, что тебе еще показать? Ну, просто показать, Старые люди, когда-то были молодыми, видишь? Не, я чужие портреты как-то вот такие не очень. Значит, открытки чужие у тебя, слава богу, а портреты? Ну, Это что, каждому он своё. Не шар знаю. оторвался от реальности, видишь? И понесло его. По-любому Вилкова за селедкой пытался. А вон там вот одна картина, как будто бы Вилкова. Ты не видел ее? Как будто бы? Да. Где? Сейчас я тебе покажу. Здесь? Нет, не здесь, Сережка. Вилкова. А что-нибудь нема с липованами, это со старой бородой, там, со сетрами Я там? тебе презентую редкую открытку Вилкова со старых. Да ладно. Сейчас найду ее, по-моему. А ну-ка. И должна была быть. Вы и так нас порадовали, Катя. Будешь дальше листать? А, фу, слава богу. Отпустила. Ты подумал? Не бывает же подряд столько А ну, прекрасного. дай посмотрю. Ты дальше листай, а я вот так вот раз. И оголили. Тихо под ногами экспонаты. О, птица какая-то, да? Как какая-то? Привязанная. Ну, такое. Ну, так, чтобы ты понимала, она еще вверх ногами висит. На любителя, хорошо. Что значит на любителя? Ну, кому-то нравится, мне вот не очень. Смотри, сохнет, видишь? Я художник, я так вижу, что? Ну, может, какой-то охотничий дом, возможно. Не знаю. Здесь, кстати, была такая картина с симпатичными рыбками на столе. А мы вот там, видели вот там, где её. селедка и парочку еще. Ой, селедка. Там была щука и какая-то там таранечка лежала. Натюрморт, Катюша, тихо, 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 тихо. Это ж, тут же ж как домино сейчас. Раз. И собирай потом. Это не Репин случайно, не? Не знаю. Не приплыли, это называется? Перек... Ух ты что. Ты посмотри. Тройка, да? Хочешь Ну достанем? так впереди козел, корова. Ты бачишь? Ну, да. Ой, точно. Ну, то лошадиные силы, а если корову добавить, то как? Ну, валиные. Буйволины, Это мельница. вьюга, вверх ногами, Натюрморт. как у нас дома. Гейша. Какая? Это он. Она. Это Гоголь в молодости, что она? А может, Ну конечно, вот. и Гоголь, но... Ты со мной не спорь. О, вот это размазня, ты посмотри. Сережа, ну ты сейчас кого-то обидишь. а шо? Давай. Это что-то. Все. Это все. Все, бросаю карасей, в эти пойду. В кого? В художники? Да что они сразу в художники? В музее кто-то рассказывает людям, на что они смотрят? Вот в эти пойду. Ну тебе надо выучиться. В рассказчики, в экспедиторы. Ты что думаешь, я сюда даром хожу? Я что-то запоминаю. Жоржини тіть колотить или что? Жозеф Жокобс? Смотри, Кать. 2016. Офигеть. А вот муха села на сирень, да? И сирень, сирень, сирень. И везде сирень. Ё-моё, ты что? Титаник, нет? Двойной. А ну какая-то приготовься. Если что-то замотано, Санторини. значит что-то интересное. А это? Фотография. А это карабчик, да. А это Санторини. Хорошо, а чего мы там не были? Мы туда не доехали, мы были в Греции, а в Санторини не были. Почему? Не знаю. Красиво.
Ты мне дома за все ответишь. Почему? Я был, мне 55 лет был на Санторини. Да? А, значит, у меня все впереди еще. Я тоже буду. Крита, там идет... Не, это ж Паромчик. остров, правильно? Даже с Турции можно добраться. Но там достаточно дорого находиться, ну и как бы одного дня там достаточно, честно говоря. Так мне и Катя говорит. Что раньше я без тебя могла что угодно, а с тобой даже на Санторини теперь. Очень хороший остров Крит, и Не оттуда попадешь. идет катера, там пару часов буквально и все. А Крит большой остров, там есть чем заниматься. Я могу это убирать? Да. У нас раздавалась рыба и пиво. Сегодня? Нет, тогда еще, 2 недели назад. А я не помню, наверное, было. Я... И так и не видел. Фотографии есть, тебе фотографию сбросили, да? Серьезно? Мы ж брали. Катя, а где что видео? Я же его монтировал. А что, ты не выпустил его? Там еще вот одна мадам спросила. Ты что уже? Саша, я сейчас скажу, столько видосов, вот я их шлепаю, Если что, и уже переснимем. просто... Еще раз. Не, ну он- рыба копченая, дунайка и пиво. Просто странно, как бы, что. Сейчас. А это что, акварель или тоже фотография? Нет, это похоже на репродукцию, да. Ага. Так, ухали Паванская из Сомы, очень редкий портсигар. А, так это когда мы портсигар брали? Или нет, что было раньше? Вот это не помню. Это такие Одессы. Да, когда мы брали портсигар, Наташи не было. Отойди, сука. пожалуйста, я пройду. Сергей. К картинам. Сереж. Вот спасибо тебе. О, это прям какой-то... Это, может, был собачий рынок разной породы собак 12 дней тому назад, а мы же, наверное, от вас и пошли 12 дней. плюс-минус. Короче, самому интересно, домой приду, перелохмачу, пересмотрю. Ну да, придется повторить, если нет. Вот мы начали здесь селедки. Я думаю, что это, наверное, попало в этот с животными. Мир для животных. А ну, оставь свой клатч, он тебе не нужен. Или как ты там у вас есть? Хочешь, расскажу интересную историю про клатч? У меня даже есть написано это. Как-то мне бабушка одна принесла клатч серебряный. Я его потом немножко открыл, и там сделан в Одессе, потому что подклеенная бумага газетная, которая дореволюционная еще, что симпатичная, клатчик. А я говорю, у меня всегда интересная история, откуда это у вас и что. Она говорит, это такая-то женщина, известная в городе, это ее клатч. И начинает рассказывать про всю ее семью. Написала мне на бумаге, и кончик... В конце она написала, если хотите, я вам на кладбище пишу номер могилы, захоронения, вы можете туда подойти. Я говорю, спасибо за клатч, конечно. Но у меня клатч, я вот как бы так и не хочется даже продавать, потому что с историей. Ну так надо и на могилу сходить. Слушайте, Вот не знаю. что-то в этом Я в есть. следующий раз принесу, если что, вместе пойдем. Все видео есть, слава богу. Есть? Это собака, там где собаки. Это там, где вы нам стул подарили. Вот ту подножку. А, точно, да. Все. Катя, все нормально не повылазила, ты посмотри. Да. Какое, светлое или темное? Ну хорошо. Да, просто называется он собачий рынок Одесса, разные породы собак. Да. И дальше мы от вас уже погнали по животным. Собакам. Чуть-чуть не купили опять одну или две собачки. Катюша, мы можем уже потихонечку Да, идти? можем. Вот смотри, я тебе сказала, что твой ресторан вилковская картина. Какая? Видишь? Вот та наверху? Вот, посмотри в экран мой. А, вот это вот с лодкой возле лодки, как будто бы по ерикам. Да. Ну, похоже, камыша маловато. Но у нас Катя, на что-то лодке другое. не бывает, да? А ей без разницы. Что не бывает? Ну, у вас Да, именно вилковская, да. Смачная. А, типа что у нас с этим, как он называется? Смачная лодка, да. С мачмой. мачтой. Мачма. С мачтой, Сережа. Идемте, Марат уже спит. Маратик, Выключаю, просыпайся. Он часовую мелодию заснул. Ага. Все. Короче, друзья, от всей души и совершенного настроения для вас побывал в очередном, спасибо Саше и Наташе, музей Одесский Репован. Еще нет, да, Марат что-то себе присмотрел. Да? Ты что, на них сидел? Грел. Думаешь, что-то золотое висишь? Всем пока-пока. Чао. Эх ты. Катя, ну у тебя часы чуть лучше, чем у та картина. Хотя стол тут забыть не смогу. Кто это? Теремок? Ну не знаю, Нет, ну. то в варежке они там были,
А это мыши какая-то бабка Гренни. Ёханый Чего? Это бабка. Шо? гном. Оба? Ну, один. Ну, то мышь, а это гном. Ну, конечно, гном. Красивая картина. Ульяночки в комнату хочу повесить. Вы еще не уехали? А вы как пошли и пропали, не знаю, сколько мы там были. А что Но ты там покажи. удивительно красиво. Это Очень. Ульяночки в комнату. Очень, очень. Катя говорит, что она любит. Тематика, Такое. да, такая. Детская. Сказочная. Наташа, это было незабываемо. Даже без вас. У нас тут жалоба поступила. Какая? Сказали, что мы вас плохо ваш телефон назвали. А ну скажите, как мне у вас видео называть? Я ж пишу Наташа Барахолка, чтобы не путали, чтобы понимали, что это именно вы. Как вас назвать? Антиквариат. Как вам нравится? Покажите, что вы хотите. Наташа картина маслом, ты понял? Картина маслом, да? Наташа 82 и... Правильное сливочное масло какое? 82,5. 82%. Наташа 82%. Слышишь, не барахолка, а что-нибудь по цене. По цене. Значит, пиши Наташа антиквариат. Вай, точно Вилково. Вот это вот Вилково. Сзади пишется, там все написано. Румынское издание. Ёж, вполне Валков. возможно, еще- Блин, а он же, помнишь, нам говорил, что Вилково это не просто Вилково, это Валков от слова вал, понял? Потому Валы, что, валы да, насыпают, это когда Артем говорил не от того, что там развилка расходится вот эти на острова, а от того, что был вал. Когда еще со времен, ой-ой-ой. Ну, Катя, это в музей. Это в музей? Я думаю, что это периода войны. Почему? Потому что это румынское издание. А Вилково они там особо не... Ну, у тебя Вот есть спасибо. какие-то старые открытки Вилково? Уже да. Да, очень понравилось там. Да, это я хочу. Да, я хочу Ульяночки в комнату. Она хочет и это, и она хочет у вас хорошо потратить сегодня. Что еще? Ну, ту картину я заберу. Хорошо. Это мой подарок детям. Спасибо большое. Ой, блин, Наташа прямо подарок. Ты ёлки-палки. Катя? Так я напишу Наташа губы, ты понимаешь? Или просто напишу губы. Даже Наташа не буду дописывать. Я уже могу отключаться? А что ты такое снимаешь, Катя? Ну так вышло. Не стыдно? Я запечатлила. Ага. Я все сняла. Все. Ай, гуй, еще и куклы. Ну хорошо, ты выбрала ту? Да, я возьму ту с цветами. А вообще я хочу что-то светлое в спальню. Вот знаешь, но маслом. Вот что-то такое, да, не знаю, может в розовых таких сей. Вот что-то у меня в голове такое есть. Да. И белье себе такое, соответственно. Нема у вас? Белье я знаю. где, не Бельгийского белья переживай. светлого нету? Для Кати Ну, чтобы тоже что-то светлое было, помимо картины. в антике. Может быть. Это вот такое с рюшечками? Ой. И корсет, чтобы я и сзади вот так вот зажимал. Черный столик 3000 гривен. Наташа уже больше не работает. На секундочку. Так. Ай-яй-яй. Мне нравится, сколько у вас родственников. Все, кто не звонят, мне говорят. И все родственники? Ой. Мы не обижаемся. Нас чуть-чуть меньше, чем евреев, поэтому... Так тебе надо Вот такое, только в белом, да? это... Ну, мне не обязательно цветы. Может быть, какой-то пейзаж такой, ну, светлый Может, такой. женщина обнаженная. Это совсем другая тема. А? Может, дети. Ну, вот что-то, ну, вот такое вот Это что-то. пока оставляем, да? Это и забираю. Может, дети на фоне цветов догоняют обнаженную женщину. Ну, чтобы было за что подумать. Что, я все это беру? Да. Давайте я в машину. Сейчас, я денег даю и Деньги. цветок забираю у Алены. А, Аленочка, пройдемте. Все, Ты Катюша. дай маленькую картинку. А он часы захотел. Куда? Не, А я он сейчас сразу сегодня машину фляжки отнесу. целый Да. день выбирает. Что ты- Марат, что ты ваша сказала? потерялась ваша? Нет, у Что меня маленькую? коллекция. Чтоб тяжело не было Алене. А, не, Аленочка, вы оставьте, я сейчас сам приду. Я сейчас буду.